Здравствуйте. Пароочиститель Philips. При включении в розетку издает звуковой сигнал и больше ни на какие кнопки и клавиши не реагирует. Буду разбирать, смотреть, в чем проблема. Вынимаем колбу с водой. И теперь нужно снять стойку. Для этого тут есть рычажки. Нужно их поставить в положение открытого замка. С одной стороны и с другой. И можно будет достать стойку. Поворачиваем зажим против часовой стрелки и достаем шланг. Тут видим два шурупа со спецголовкой. Звездочка со штырьком. Нужна специальная бита. У меня такая должна быть. Сейчас посмотрю. Вот такой хороший наборчик для всяких спецвинтов. Что-то еще держит. Возможно, в ножках стоят винты. Да, тут в каждой ножке такие же спецшурупы. Нужен какой-то удлинитель. Сейчас подумаю. Выкрутил вот такой тонкой шлицевой отверткой. Нужно, чтобы она вошла в зацепление.
Так, и были шурупы в 4 стойках. А в этой нет. Снимаем крышку. Ну, здесь как бы визуально не видно, что где-либо что-то отвалилось. Это система намотки провода. Она работает. Нужно проверить микрик. Мне кажется, что он стоит не на своем месте. Он выскочил. И, возможно, из-за этого и не работала. Клавиша не нажимала на рычажок. Поставил тестер на прозвонку и проверяем микрик. Он работает. И стоит он все-таки правильно. Ну, еще покажу, что есть сетевое напряжение. Хотя и так понятно, так как при включении есть звуковой сигнал при включении в розетку. «220» у нас есть. Значит, нужно разбирать дальше. Пробовать откручивать вот эти шурупы. 4 штуки. Еще 2. Нужно будет снять механизм.
Ну, похоже, что и вот эти. Пока оставлю, чтобы можно было проверять. Чтобы не мешало, можно выкрутить вот в этом месте вилку. Следующий этап. Выкрутил все шурупы в нишах, открутил клемную колодку и поднимаем крышку. Здесь тоже не видно, чтобы что-то отвалилось. Нужно будет достать две платы для осмотра. Опять же, нигде не видно подгоревших контактов или деталей. Так что продолжу, когда разберусь в схеме, и будет более понятно.
Снял нагревательный элемент. Я думаю, будет понятно, как его вытащить. Разобрал здесь. Вот так он выглядит. Надо здесь все почистить. И он рабочий. Пробовал подключать напрямую. Нагревает. Значит, синий провод идет напрямую с клеммной колодки на термостат. И потом на контакт нагревательного элемента. А коричневый выходит с платы с электронной платы. Проходит через термопредохранитель и на второй контакт нагревательного элемента. Если замерить тестером на выходе с платы, то мы увидим, что показывает напряжение 220. Но при подключении нагрузки лампочка не загорается. Что указывает, скорее всего, на неисправный семистр. Если по-русски, то его маркировка BTA 16600B. Нужно его проверить. Трудность в том, что платы залиты смолой, и надо будет как-то подобраться к контактам. Да, ну еще. Здесь есть подозрительная отметка маркером. Возможно, кто-то уже осматривал. И дальше по каким-то причинам не стал менять семистр. Выкусил семистр. И теперь тестером для проверки радиодеталей проверяем. И видим, что он неисправен. Значит, нужно менять. Нашел в своих запасах, правда, на 12 ампер. Первая цифра 12 и 13 это характеристики в амперах. И вот так вот он должен прозваниваться. Рабочий. Цифра 600 это 600 вольт. Подпаял на остатки ножек провода, расковыряв смолу, и буду подпаиваться. Пока не помогло, безрезультатно те же симптомы. Буду пробовать доставать вначале вот эту плату.
Поднял платы, расковыряв по периметру отверткой. Еще непонятно, это сенсорная кнопка или это залипшая механическая. Тоже нужно проверить. Итак, в итоге оказалось, что залипла кнопка на плате управления. Здесь она была все время зажата, и потому схема не включалась. Нажимаем сеть. Пошел нагрев. Ну и семестр я тоже перепаивал не зря, потому как этот я проверял несколько раз, он не рабочий. Можно собирать обратно. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.